Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Кризис игровой индустрии добрался и до PlayStation Studios. Sony объявила, что под сокращение подпадает 900 человек, а это 8% всего игрового подразделения. Увольнения затронут в том числе такие студии, как Naughty Dog, Insomniac Games и Guerrilla Games. Это, на минуточку, одни из самых успешных коллективов под крылом Sony. Пострадают и команды поменьше, а некоторые, вроде London Studio, закрываются вовсе. Вследствие сокращений были отменены и некоторые неназванные проекты, находившиеся в разработке. Журналист Джейсон Шрайер сообщил, что среди отмененных игр был перезапуск Twisted Metal. Его разработку поручили создателям Horizon Call of the Mountain. Новая Twisted Metal должна была стать игрой-сервисом, но проект был очень далек от завершения, настолько, что его даже до конца не апрувнули. Жаль, конечно, на пару с сериалом, глядишь, и сумели бы воскресить франшизу. Пока Ubisoft пилит Assassin's Creed Codename Red, параллельно ведется разработка и более масштабного проекта под названием Assassin's Creed Infinity, площадки, на которой будут собираться все грядущие игры серии на зловещий юбисофтовский шабаш. Инсайдер Том Хендерсон нарыл ворох свежей информации, и вот что стало известно. Infinity будет хабом, откуда будут запускаться новые игры франшизы, как минимум Assassin's Creed Red, Hex и Invictus. Благодаря этому хабу не придется запускать каждую игру отдельно. Сама Infinity содержит собственную историю, которая развивается в современности, как было с Дезмондом в старых Ассасинах. Но по большей части хаб — это сервис с магазином. Его, к слову, уже успели наречь The Exchange, и поначалу в нем планируют продавать косметику для Assassin's Creed Red. Еще одной фичей станет так называемая синхронизация с набором небольших батл-пассов, приправленных сюжетом. На данный момент план Ubisoft таков: выпускать крупные Assassin's Creed каждые 2 года, а в промежутках выкатывать что-то поменьше. Red должна выйти до конца 2024-го. Многопользовательская Invictus намечена на 25-й, Hex на 2026-й. Еще вроде как должна выйти мобильная Jade, но вести о ней как-то нема. Кроме того, в разработке находится Project Obsidian, ремейк Assassin's Creed Black Flag, Project Nebula, действие которого развернется в Индии, Ацтекской империи и Средиземноморья, фри-то-плейный PvE-кооператив Project Raid, облачная Project Echoes и, наконец, еще один ремейк без названия. Разработчики Dwarf Fortress продемонстрировали боевую систему режима приключения, который должен появиться в игре вместе с масштабным обновлением 2024 года. Судя по ролику, глубокая симуляция всего окружающего никуда не делась. По-прежнему просчитывается каждая мелочь. Например, меч может как застрять в кишках, так и срубить гоблина одним махом. Помимо удара и блока, есть куча всевозможных вариантов действий при столкновении с врагом. Схватить за руку или шею, или левый мизинец правой руки, а то и зуб попытаться выдернуть, и так далее. Все эти действия будут описываться в боевом журнале. Указания можно отдавать всей команде или только главному герою. То будут 2 разных типа контроля, между которыми можно свободно переключаться. Из остального, о приключенческом режиме авторы говорят, что в нем не будет сюжета. Приключения — это песочница, в которой могут происходить как захватывающие истории, так и простая рутина. Уровней сложности будет 3: крестьянин, герой и полубог. Если полубог — это фактически обучалка, то герой и крестьянин — это уже посерьезнее, и отличаться они будут стартовыми условиями, а кроме того, бедному земледельцу будет сложнее искать квесты и сильных компаньонов. Наконец, в Dwarf Fortress ожидается развитие глобальной космологии и расширение арсенала магических предметов и способностей. Означенная обнова намечена на апрель. Уже в марте авторы дилогии Nioh и прошлогодней Wulong Fallen Dynasty отправят нас в совсем не фэнтезийную, а очень даже историчную Японию в Rise of the Ronin. Для тех, кого новая игра Team Ninja заинтересовала, разработчики выкатили очередной ролик, посвященный битвам. Врагов можно будет умерщвлять при помощи лука, катаны, копья, пистолетов, ружей. Можно будет окроплять мерзавцев напалмом, притягивать их крюком, и все названные штуки можно между собой комбинировать. Более того, с собой в отряд можно брать компаньонов и переключаться на них прямо во время схваток. Rise of the Ronin выйдет 22 марта исключительно на PlayStation 5.
Всего через пару лет медиафраншизе покемонов стукнет 30, но несмотря на это, Nintendo и The Pokemon Company не собираются отправлять неведомых зверушек из покеболов на покой. Анонсированы сразу две новые игры. Первая – Pokemon Trading Cards Game Pocket. Это цифровая версия классической коллекционной карточной игры, существующей еще с 96-го. Помимо знакомых карточек появятся эксклюзивные новинки. Каждый день игрокам будут выдавать по 2 набора карт бесплатно, которыми после вы сможете обмениваться с товарищами. Trading Card стартует когда-то в этом году на iOS и Android. Вторая же игра Pokemon Legends ZA. Это у нас вторая часть подсерии Legends, которая предлагает спин-оффы предыдущих основных частей. Из того, что известно, ZA расскажет новую историю о Lumiose City и вернет механику мегаэволюций, временных трансформаций некоторых покемонов. Стартует игра в 2025 на Nintendo Switch. Инди-студия Sirius Sim анонсировала сюжетную гонку Heading Out. Нам обещают эмоциональное путешествие по американским дорогам в духе роад-муви, сдобренное погонями и состязаниями. Особое внимание будет уделяться выборам игрока. Нам самим необходимо прокладывать маршрут по карте штатов, а кроме того, от наших решений зависят дальнейшие события, встречи с теми или иными персонажами, комментарии радиоведущих, состояние машины, расход топлива и уровень розыска нашего героя. Heading Out выйдет в Steam 7 мая. Ну и под финалочку пара новостей о переносах. Создатели Souls-like Enotria The Last Song обеспокоены анонсом даты выхода аддона для Elden Ring под названием Shadow of the Earth 3. Она совпала с релизом Enotria, а потому авторы решили свою игру перенести. Новая дата выхода будет названа на Future Games Show 21 марта. Второй перенос коснется долгожданного крупного обновления для Stardew Valley. Эрику Баррони просто не хватает времени для реализации всего задуманного, поэтому выход апдейта передвинули на 19 марта. Увы, но только для ПК. Что касается других платформ, информации нет. А на сегодня это все. Заходите на наш сайт и читайте превью фэнтезийного выживача Nightingale от Jubi. И не пропустите дайджест самых интересных игр, которые выйдут в марте от Степана Пескова. Отличного настроения и хорошего вам дня!